По взаимоотношению с Facebook мы официально партнер реселлера Facebook в Восточной Европе. За счет них у нас есть возможность предоставлять неограниченное количество аккаунтов нашим клиентам. У нас идет дроп процента от 500к. Есть такие клиенты, которые тратят у вас 500к в месяц, правильно? Ну, не знаю, могу ли это называть. Ну, если прям клиента можешь не называть, но поделись хотя бы нишей, на что они сливают. Я не могу сказать конкретные цифры, но это семизначные цифры оборотки в месяц. Дейтинг, крипто, гимбла. Все это можно лить на агентских аккаунтах, Которым мы каждый месяц отвозим, наверное, порядка 70-80 тысяч лидов потенциальных покупателей страховых услуг. Вся нутра, она не требует вейтлистинга, ее можно запускать. Вопрос, как ее запускать. Марк Цукерберг. Знал бы, что там происходит. Это ленды. Ленды. Да. Просто тупо на ленды сливают 500к в месяц. Да. Ребята, товарка жива. Друзья, приветствую, меня зовут Александр Луценко, и прямо сейчас мы находимся в офисе компании Point2Web, где поговорим, как лить большие объемы и не иметь дела с банами вообще. Смотрите дальше. Друзья, сейчас мы находимся в кабинете Валентина. Приветствую, Валентин. Валентин – это руководитель Point2Web в Украине. Валентин, расскажи, пожалуйста, чуть о себе, чуть о компании Point2Web. Сколько сотрудников, если ты можешь раскрыть цифры, расскажи, какой оборот, сколько зарабатываете. Поделись своей компанией. Да, меня зовут Коваленко Валентин, я в рекламе с 2013 года, и свой путь я начинал в компании MGID и двигался очень быстро по карьерной лестнице. Да, и с 2015 года я уже начинал управлять сначала небольшими командами, потом мы разрастались, и вот в конце 2020 года поступило предложение взяться за достаточно амбициозный проект. Это построение Point2Web в Киеве, где у владельцев были планы, и они такими и остаются, да, перенести основную операционную деятельность компании в Киев. Да, и можно сказать, что за этот год мы очень серьезно набрали и опыта, и количество клиентов, да, и объемы, оборотки и так далее. И у нас достаточно успешный был год. Ну, если можешь поделиться цифрами по обороту, по чистой прибыли. Я не могу сказать конкретные цифры, но это семизначные цифры оборотки в месяц. Это по вашему отделу, по киевскому, правильно? По киевскому, да. А компания находится... А Point2Web изначально это американская компания, и на данный момент у нас есть офисы в 4 странах. Это США, Канада, Киев, Украина и Китай. Вопрос такой. Направление в Америке, в других странах точно такое же, как и в Киеве? И расскажи, какие направления у вас и на чем самое большее зарабатываете? Да, то есть вообще Point2Web — это онлайн-маркетинг агентство с фокусом на перформанс-маркетинг. То, что делаем мы здесь, это разработка воронок мультиуровневых для привлечения нужной аудитории с целью повышения продаж услуг или товаров. Вот. И киевский офис, он занимается агентской частью, то есть клиентами, которые приходят к нам, они обращаются к нам за дизайном, версткой, за стратегией для привлечения пользователей в большинстве paid-каналов онлайн-маркетинга. Наверное, топовые клиенты для нас — это топ-рекламодатели по США. Мы работаем с такими компаниями, как Geico, Progressive по автострахованию, да, и которым мы каждый месяц отвозим, наверное, порядка 70-80 тысяч лидов потенциальных покупателей страховых услуг. А вот в Украине есть у вас какие-то клиенты крупные? Да, по Украине у нас мы работаем здесь из Киева по СНГ рынку, и наш фокус на данный момент это оффер-оунеры, которые хотят работать в белую, у которых есть белый продукт. Это может быть как товар в виде, не знаю, в виде каких-то кухонных приспособлений, может быть или то, что называется do it yourself, да, и до приложений, игр,
все то, что можно назвать белым и пушистым. То есть вы только занимаетесь только белым, в большинстве случаев это, наверное, товарка, правильно я понимаю? Товарка в основном, да. То есть По есть- Украине, по СНГ, я бы сказал, товарка это номер один для То нас. есть мой канал больше смотрят это товарщики, поэтому именно вы агентство для белых товарщиков. Не для Верно. товарщиков, тех, кто с нутрой, например, да, и с такими серыми нишами. Серыми нет, но нутра, где грань того, что можно и нельзя, она очень размытая. Да, но мы ее понимаем. Как бы с нутрой в классическом виде, который можно... Отбелить лендинги вы можете, правильно? Да, мы можем сделать, мы можем посмотреть на продукт, мы можем подсказать и вообще сами переделать его полностью для того, чтобы он полностью соответствовал требованиям рекламной сети. Еще такой вопрос. Расскажи, какие у вас взаимодействия с самим Фейсбуком, да? Вот кто вы являетесь в Фейсбуку, да? Почему вот не так просто получить статус, да, такой как у вас? Расскажи об этом подробнее. По взаимоотношению с Facebook мы официально партнер реселлера Фейсбука в Восточной Европе. Да, то есть за счет них у нас есть возможность получать самые последние апдейты по Facebook, по compliance. У нас есть возможность обучать наш персонал внутри, как с этой платформой работать, также предоставлять неограниченное количество ad-аккаунтов нашим клиентам. Окей, ну я так понимаю, что самое главное это агентские аккаунты, которые вы можете предоставить клиенту. Да. Это одно из таких... Востребованных вещей, да. У нас есть аккаунты свои агентские, у нас есть Agency BM в Facebook, в ТикТоке, в Снэпчате, да, и также мы можем мы можем предоставлять аккаунты официального реселлера в том числе. Да. Это вот та тема по аккаунтам, да, и в общем то, что востребовано у нас, это, наверное, больше издержки украинского рынка, потому что все считают, что ad-аккаунты это какой-то расходник, да, который у тебя есть, он у тебя улетел, и ты взял его где-то новый. В нашем случае это не так. У нас есть аккаунты, на которых мы сами потратили там сотни тысяч долларов на протяжении там 3-4 месяцев, и все отлично отрабатывает. Да, это просто больше как ментальная штука у нашего рынка или особенность, или как-то так можно назвать. Окей, спасибо тебе большое, Валентин. Спасибо за Спасибо огромное. вопросы, спасибо за ответы. Мы идем дальше. Друзья, приветствую. Мы переместились на другую локацию, и сейчас со мной Егор. Егор, приветствую. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании Point2Web? В компании Point2Web я работаю на позиции медиабайера. Также совместно сейчас помогаю в развитии нашего агентского юнита, agency unit, по гео СНГ. То есть у нас есть бурж направление и есть СНГ. И вот конкретно сейчас я занимаюсь именно СНГ рынком. Угу. То есть по факту ты ищешь клиентов для... Ну, наверное, да. Я ищу клиентов, я коммуницирую с клиентами на этапе онбординга. То есть все это по СНГ сейчас проходит через меня. Окей. Компания Point2Web рекламирует через агентские кабинеты, правильно? Да. Сейчас да. самые популярные на рынке направления это крипта, беттинг, гэмблинг. Правильно? Ты это 100% знаешь. Использует ли эти ниши ваша компания, да, и что вообще использует? На что льете? Смотрите, дейтинг, крипта, гимбла, все это можно лить на агентских аккаунтах, но это должно быть официально, это должен быть whitelist. Это не должно быть что-то в формате там, каких-то офферов, там, где там, алло, здравствуйте, вам звонит Сбербанк. То есть это должно быть все официально. То есть если к вам придет казино с лицензией, то вы через ваши агентские аккаунты вы можете, в принципе, ее рекламировать. Да, правильно? это whitelisting происходит. Whitelisting по каждой нише он занимает определенное время. По крипте и трейдингу меньше всего времени занимает. Дейтос, он где-то в течение месяца whitelistится, и с этим можно запускаться. А какая самая популярная ниша в вашем агентстве, да, на что льют клиенты? Ну, смотрите, то, что сейчас, это товарка. Товарка. Белая товарка. Белая товарка, потому что у меня бэкграунд по товарке. То есть мои прошлые места работы, это я работал
В команде арбитражной занимались плотно товаркой. Вот. И поэтому, когда зашла речь привлечь новых клиентов, это просто пишется знакомым, и у нас уже собирается пул клиентов. Окей, крем для лица, омоложение, это у вас в агентстве считается это белая товарка или серая? Вся нутра, она не требует вайтлистинга, ее можно запускать. Вопрос, как ее запускать. В основном, если брать крем для лица, it's okay. Омоложение. Ну, в принципе, такое более-менее белое, как бы серо-белое. Да, но там все зависит только от того, как мы подадим информацию на сайте. Потому что если брать нутра офферы все с партнерок, там же все запрещено. Все очень гиперболизировано. Ну, такое Facebook просто банит сам. Хорошо, мы о омоложении поговорили. Каких клиентов вообще берет ваша компания, да, и на что вы смотрите? Ну, в первую очередь мы смотрим на нишу клиента, то есть чем он занимается. Мы смотрим, если, допустим, прилки, то мы спрашиваем, за счет чего монетизация происходит, потому что там, чтобы не было там монетизации за счет лакинга и т.д. и т.п. И мы, конечно же, смотрим на дневной бюджет клиента. То есть нам интересно работать с командами, чтобы они тратили бюджет, потому что у нас очень низкий процент, который мы берем от спенда. И чтобы агентство покрывало все операционные затраты, нам нужно, чтобы клиент тратил. Вообще, какой бюджет минимальный в день, спенд какой? Ну, сейчас мы смотрим, ну, хотя бы $500, 500, около того. И с таким дневным бюджетом мы понимаем, что у клиента хоть какие-то процессы отстроены, что мы реально сможем его проскейлить. Окей. У меня просто много есть подписчиков, много есть знакомых, кто занимается белой товаркой. Да. Вот чисто белой товаркой, есть проблемы с банами. Сейчас рынок такой, что у всех есть проблемы с банами. Они без проблем могут к вам зайти, правильно я понимаю? Да. У тех ребят, у кого нутра, например, кто продает, ну, там чуть жестче омоложение, там какой-то, например, там, я не знаю, ну, псориаз, там еще что-то такое. Как к этому вы относитесь? И работаете ли с этим? Все зависит от ленда. Конкретно сейчас активных офферов, вот то, что вы назвали... То есть, если его отбелить, я так понимаю, правильно? Ну, да. То есть нутра, она не запрещена правилами Facebook. Запрещено правилами Facebook гиперболизировать что-то, указывать на какие-то личные характеристики человека. Вот заблуждение. Да, введение в заблуждение, а это же основа всех этих лендов. Что вы даете клиенту помимо аккаунтов? То есть, я так понимаю, вы даете агентстве аккаунты, с которых они могут лить, правильно? Что еще даете? Я считаю, что мы выделяемся на рынке тем, что мы саппортим клиента очень плотно. Мы ему даем консультации, как делать запуски. Мы подсказываем, как настраивать саму рекламу. Иногда у нас просят селлеров каких-то аккаунтов, каких-то БМов и прочее. Мы это тоже смотрим. Плюс вплоть до того, что мы делаем разборы, настройки рекламы. Любая проблема, которая у клиента возникает, допустим, у какой-то команды, она у нас решается раз так 25 быстрее, потому что мы просто по всем чатикам проходимся, с каждым клиентом советуемся, общаемся, и мы эту проблему решаем в 25 раз быстрее, потому что у нас перед нами опыт всех команд. Хорошо, а есть какая-то проблема, там, например, ну, вот забанили аккаунт, у вас есть связь, там, например, напрямую с Фейсбуком, да, что вы можете быстрее вопрос решить? В первую очередь, когда банится аккаунт, мы смотрим причину бана, потому что... У вас тоже банится аккаунт, правильно? Конечно. Конечно, нормально. Ну, без этого никак. Но причина бана может быть элементарная не то, что там запустилась компания неправильно, а то, что компания запустилась с авторега. Или с какого качества аккаунта не такое. Или же никто не пользует антидетект браузер. Или прокся зашкваренный. Давайте я объясню людям, потому что не все понимают это. Вы не просто даете аккаунты, да, у человека должен быть социальный свой аккаунт, правильно, которому вы просто передаете БМ, рекламный аккаунт без БМ, правильно я понимаю? Или как это? У него должен быть рекламный, у него должен быть свой соцпрофиль, бизнес-менеджер, и мы на этот бизнес-менеджер закидываем. Вешаете просто рекламный аккаунт с вашего агентства. Да, и из-за того, что он трастовый, да, он запускается. Да. Как правило, сразу. Да. Окей. Егор, поделись, пожалуйста,
такой информации, почему клиенты, да, с вами работают и из-за чего они получают хорошие результаты. Я так понимаю, что они с вами не месяц работают, да, а в долгосрок, поэтому есть какие-то причины. Вот поделись этими причинами, почему с вами стоит работать и почему другие миллионные бюджеты тратят и с вами работают. Я считаю, в первую очередь, это обратная связь наша клиенту. То есть мы максимально содействуем тому, чтобы клиент тратил бюджеты, потому что если он тратит бюджеты, зарабатываем мы. А мы прекрасно понимаем, что клиент не будет себе тратить бюджеты в минус, и поэтому мы разбираемся вплоть до того, что почему у него не работает воронка. Мы можем сделать ленд клиенту, мы можем сделать креативы клиенту, и это все входит в фиксированный процент от спенда, то есть мы за это не берем никакой доп. Оплаты. У вас спенд какой, процент от спенда какой? На момент, на сейчас мы берем 7%. Это всем клиентам или есть какие-то исключения ввиду там, больших бюджетов? У нас идет дроп процента от 500к долларов спенда. В месяц? В месяц, да. Вот. Но опять же, будем смотреть, как будет дальше, но я думаю, мы этот процент еще долго дергать не будем, а там будет видно уже. Есть такие клиенты, которые тратят у вас 500к в месяц, правильно? Ну, не знаю, могу ли это называть. Ну, если прям клиента можешь не называть, но поделись хотя бы нишей, на что они сливают. Я думаю, всем будет нашим зрителям полезно. Ну, это ниша e-com товарка, но гео все сказать не смогу. Ну, это ленды или это e-com товарка, это какой-то интернет-магазин? Или Это ленды. ленды. Да. Просто тупо на ленды сливают 500к в месяц. Да. Ребята, товарка жива. Все мы знаем, что один из факторов успеха рекламной кампании это является креатив. Поделись в вашей команде, в вашем агентстве, да, что вы используете, чтобы улучшить показатели креатива, да, чтобы больше лидов было, чтобы ниже цена лида была. Поделись просто фишками вашими. Ну, смотрите, в первую очередь нужно понимать, что статика, то есть баннер, просто изображение, он охватывает один пул аудитории. Видеокреатив, он охватывает другой пул аудитории. Если вы запускаетесь, допустим, условно, мы продаем чашку, делаем криосы, только картинки показываем, то мы вообще не охватываем эту аудиторию. То есть, когда вы тестируете, вы и картинки используете, и видео всегда? Да, да. И это так работает. То есть, если есть подход, у вас какая-то воронка, там, где у вас отрабатывает именно баннер, ничего не составит труда сделать такое же что-то с видосом, и это будет просто охватываться еще дополнительной полуаудиторией. Следующий момент. Нам нужны хорошие CPM для того, чтобы там CPC у нас выработался. Для этого мы вовлеченность повышаем криоса. Как это делается? Во-первых, мы добавляем по возможности, если, допустим, брать от клиентов по товарке, можно в тексте объявления добавлять ссылку на сайт. Если, допустим, мы берем там, нашу иншуру, наши страховки, там же трекинговые... Ссылка на сайт не работает в Инстаграме, да? Это только в Фейсбуке. Да, в Фейсбуке. Да, да. Если мы берем иншуру, то там очень длинная трекинговая ссылка, и мы ее сокращаем. И опять же пользуем там определенный сервис, потому что он там бесплатно битли. То есть мы сокращенную ссылку выставляем, это тоже, каждый клик по этой ссылке, это вовлеченность идет. И чем больше вовлеченность, тем выше качество объявления и ниже CPM. То есть это у нас проверено. Следующий момент – это если у вас есть возможность как-то вызвать написание комментов, то есть можете попросить своих сотрудников написать какие-то положительные отзывы к рекламному объявлению или как-то вовлечь пользователя, там, писать, там, спросить цену и прочее, прочее. Когда идет большое вовлечение в рекламе, Facebook это нравится, идут шеры, идут репосты, идут лайки, и за счет этого CPM становится ниже, и, собственно, CPC совсем другой, и CPL тоже. То есть стоимость лида, если соблюдать все эти правила, то стоимость лида, ну, она будет всегда ниже. Из-за комментариев, из-за лайков, правильно, за вовлеченности. Кстати, мы в свое время комментарии всегда делали и делаем с другими аккаунтами, которые просто забанены навсегда. То есть такая у нас по-другому не получится. Ну, и можно еще биржи использовать, но свои аккаунты лучше всего.
Есть ли информация, как относится Facebook к негативным лайкам, знаешь, то есть angry, есть там... Ну, сразу это автоматически качество объявления. Повышается ли из-за негативных лайков, да, есть негативные лайки, цена CPM, да, повышается или нет? Или есть какая-то закономерность там, в вашей статистике? То, что я видел, просто не конвертит, потому что если взять клиентов по товарке, да, и там кто-то продавал некачественный оффер, а кто-то качественный оффер продает, и там кто-то понаписывал там фуфло, понятное дело, если такие комменты есть, то в принципе пользователь покупать ничего не будет. Со стороны Фейсбука, когда идут негативные дизлайки, жалобы, соответственно, качество объявления становится ниже. И это отражается напрямую на остальных показателях в рекламе. То есть очень нужно изначально запускать, наверное, качественный продукт. И, само собой, эту качественность его раскрывать и подчеркивать. Ну, согласен ли ты, не знаю, согласен или не согласен, но в товарке есть много некачественных офферов. Это особенно те товары, которые продаются через ленды, рассказывается на лендинге одно, да, грубо говоря, но по факту бывает совершенно по-другому. И когда вы только запускаете рекламу на старый оффер, да, там новый не всегда, сразу приходит просто миллион негативных комментариев. Вы пользуетесь какими-то сервисами или что вы делаете? Ну, смотрите, то, что сейчас я проговорю, это я проговорю опыт с прошлого места работы. Конечно же, это стоп-слова. То есть мы в фан-пейдже мы можем загружать модерацию листов, мы прописываем все стоп-слова. Это первый момент. Второй момент – это просто вручную скрывать комменты. А если у вас 1000 аккаунтов? Или там, не знаю, 20, 30, 50? Для этого у нас есть одна настройка рекламы, один сетап, там, где мы запускаемся на одно рекламное объявление. То есть мы на одну ID-шку запускаемся с разных аккаунтов. На всех аккаунтах? Да. И поэтому вам нужно модерить только одно рекламное объявление. Плюсы. То, что это всегда хорошо отрабатывает, это легко промодерить. Минусы, если слетает там фанка или там объявление, то, собственно, вся у вас ваша реклама во всех аккаунтах весь трафик стопается, да. Это вот очень большой минус. Да. Окей. Слушай, везде успешный успех, везде все хорошо, везде все успешно, но были же у вас, в вашем агентстве факапы? Расскажи какой-то антикейс, возможно, там пару 500к слили, все-таки минус. Есть такое, нет такого? Расскажи. Слава богу, такого не было, но именно прослив 500к в минус. Но то, что хочу отметить, у нас за все время работы у нас был один возврат клиенту бюджета, то есть мы просто не запустились. Там был оффер, он очень специфический, и чтобы его запустить, нужно было пройти на грани там, правила Facebook. И мы сначала думали, что мы сможем запустить, мы сможем подать эту информацию правильно, что запустимся, но опять же не получилось. И мы сделали просто возврат бюджета клиенту и все. То есть без всяких клиент ничего не потерял. Извинились с нами и все. По факту вы не смогли пройти модерацию, да, и по правилам Фейсбука? У нас нет, там, мы работаем на агентских аккаунтах. Там, в принципе, оно пройдет все, но по факту после первого бана у нас есть постбан-чек, то есть мы смотрим причину бана, и если что-то заблокируется, мы разбираем причину, это все бы всплыло, и ничего хорошего не получилось. То есть мы изначально думали, что эта воронка белая, она зайдет, но на премодерации, просто на митинге с комплайнс-отделом, мы поняли, что мы это запустить все-таки не можем. Вот. По факту, если у вас не получается запустить рекламу, забанили, например, аккаунт, вы, в принципе, рискуете своей репутацией. Насколько вы рискуете за каждым баном, да, и стоит ли это все? Расскажи просто именно об этом. Я точно знаю, что у каждого агентства, у каждого БМа есть свой скор. Чем меньше этих блокировок, тем лучше. Но стоит, допустим, разделять тоже, если там какие-то баны связанные, просто там Facebook штормит или что такое, да, это одно дело. Но если мы официальное агентство берем и запускаем
что-то с подменой сайта, мы что-то запускаем через клаку, занимаемся непонятно чем, то там я уверен, что там уже поднимется вопрос, в принципе, о нашем существовании как агентства. И поэтому мы очень дорожим нашей репутацией. И все команды, то, что мне очень приятно, команды, которые заходят, пытались зайти к нам с серым, с черным, я проговаривал с ними, что можно, какие цифры можно делать в белом, какие есть у нас оффера, что мы можем им, в принципе, помочь отстроить какой-то отдел уже именно white hat по белому направлению. Потому что это сумасшедший дом. Я просто работал тоже с этими вертикалями раньше. И это сумасшедший дом, когда ты работаешь с чем-то серым, Facebook начинаешь штормить, и потом просто через месяц переукомплектовывается вся команда, потому что никто не заработал, а все-таки у людей То есть, по семьи, факту вы даже на премодерации, когда вы зовете клиента, вы просто даже не берете такие офферы, работаете чисто с белым пушистым, чтобы не подвергать себя риску. Да. Антикейсы мы проговорили. Расскажи о лучшем кейсе, да, что вы сделали, помогли как клиенту. Скажу, что для меня является суперкейсом, это когда клиент говорит, у нас вот такой-то дневной бюджет, допустим, условно, у нас дневной бюджет $100. А мы ему помогли, мы ему выдали все аккаунты, мы ему подсказали по техничке, по проксям и т.д. и т.п. И он тратит по 700. Хотя это вообще... Плюс, правильно? Да, и это не вписывалось в его планы. То есть, когда клиент от изначальной своей там, цифры тратит там, раза в 3 больше, понятно, что он тратит в плюс. В минус никто не будет лить. А как так получается, что он рассчитывает на 100, а вот тратит 700? Это кто управляет его бюджетом? Он. То есть мы за него не тратим. Это Просто у него ниша пошла, да? Это у него просто все зацепилось, да. Когда ты сетапаешься, запускаешься на обыкновенных аккаунтах и не можешь в принципе запуститься, ты даже не знаешь, какой потенциал есть у тебя, у твоей команды, как могут работать твои байера. То есть мы этими аккаунтами, этой все техничкой, мы даем возможность раскрыть в принципе сотрудников в командах. Когда ребята начинают делать креативы, начинают делать какие-то воронки, они занимаются именно настройкой рекламы, а не выживанием, чтобы хоть какой-то кабинет там из 50 запустился. Вот. Ну и еще что хочу отметить, это настройка с ручными ставками, потому что ее не все используют. Я задавался вопросом, почему, я в чатиках у клиента спрашивал. Ее не все используют, потому что ее на обыкновенных аккаунтах ты не можешь ее нормально использовать. Для работы ручной ставки тебе нужно запустить компанию с ручной ставкой, и это включить ускоренный показ. Потому что если ты запустишь просто ручная ставка компанию, она не будет тратить, она не будет спендить. Но когда ты можешь поставить ускоренный показ, она начинает работать. А ускоренный показ ты можешь поставить только на агентских аккаунтах. Изначально. То есть есть еще фишка, когда там загрузить, допустим, lookalike аудиторию какую-то, включить сразу же ускоренный показ. На обыкновенных акках это сделать невозможно. Там выпрыгивает плашечка, что ваш там аккаунт должен был 30 дней там, где-то там не нарушать правила ФБ. Но это ж нереально. То есть там бы хоть бы какой-то спенд прошел на обыкновенных акках. На агентских можно сразу же работать и с lookalike аудиториями, и можно запускаться вот именно ручная ставка, плюс там акселерейт, там ускоренный показ. Егор, смотри, у меня есть хороший знакомый, и не один он меня спрашивал в Телеграме, когда мы выпустили видео об агентских аккаунтах, да, там, что можно крутить неплохие бюджеты. Слушай, $5000 это типа много, давай скинемся, или можно им доверять? У меня реально много спросило людей, можно ли им доверять, то есть готов ли я, да, подписываться своей репутацией. И у меня такой вопрос к тебе. Есть ли какие-то у вас гарантии, да, и не только у вас, на что клиенту смотреть, чтобы не попасть на мошенников, да, потому что скидывать $5000, да, это не маленькая сумма для Украины, да, я думаю, и для всех, любого предпринимателя потерять $5000 на мошенники будет обидно. Расскажи, какие вы даете гарантии, да, и как людям не попадать на мошенников. Смотрите, как мы работаем. Мы всегда составляем с клиентом договор.
Это еще один пунктик, когда у клиента есть какой-то уже хороший дневной бюджет, значит, он занимается бизнесом, значит, у него есть юристы, у него есть какое-то либо ФОП, либо ИП, либо юрка какая-то, и у нас есть с кем подписаться. То есть это тоже важный момент. Мы составляем договор, и в нем прописано, что клиент имеет право забрать свой остаток бюджета. Мы берем процент только реально от потраченного бюджета. Если условно клиент там закинул 5, клиент потратил $500, и он просит вернуть бюджет, мы ему возвращаем $4500, а процент от спенда берем с тех только 500 потраченных. Вот и все. То есть у нас есть на чем зарабатывать деньги, и мы хотим именно строить работу в долгую, потому что у нас автоматически идут продления. То есть все клиенты, которые с нами работают, они могут запаузиться только по какой-то там причине, что у них там нету оффера или каким-то там другим там бизнес-процессом. Вот и все. По причине того, что что-то у нас плохо, то таких возвратов у нас не было. И, в принципе, проблем таких не было. По гарантиям как проверить? Ну, это элементарно, ну, мне кажется, но если по Украине, ну, есть базы, там, где проверяешь контрагентов, есть, можно запросить, там, созвониться, мы регулярно делаем общие звонки с Валентином, то есть мы показываем наш офис, мы рассказываем, что мы действительно есть. Если ребята кто-то с Киева или есть знакомые, приезжайте к нам в офис. Мы прекрасно понимаем, что есть вот этот пул недоверия, потому что мы, в принципе, в паблик начали выходить совсем недавно. И it's okay, я считаю, что нам там не доверяют, но опять же мы открыты, чтобы пообщаться, приехать, и я думаю, мы в будущем будем больше и больше над этим работать, над узнаваемостью, чтобы, в принципе, не возникало таких вопросов. У меня еще такой вопрос по поводу гарантии. Вот смотри, бывает такое, что льем там уже хорошие бюджеты в день, и потом нас просто Facebook выносит, банит. Как вы с этим решаете, да, меняете ли вы аккаунты, да, вот какая гарантия с того, что с вами будем стабильно отливать, потому что проблема в белой товарке в том, что есть нестабильность, потому что сегодня ты льешь, пополняешь, все хорошо, но бывает такой момент, тебя просто забанили, даже если это хороший аккаунт, которому там 2-3 года, все равно его могут вынести. Понял. Смотрите, буквально такая ситуация у нас была где-то месяц назад, но это касалось новых сетапов. И мы просто нашли эту проблему методом теста. Вот буквально дня 3 у нас ушло. Это общение с каждым клиентом. Это ты раскидываешь какую-то гипотезу, как нужно прогреть фанку, как нужно запуститься. Ты делаешь пару еще изменений именно с менеджерами, которые выдают тебе аккаунты там, по настройкам, по таймзоне. И ты вот такие вот тесты все раскидываешь, и за счет того, что у нас большой пул клиентов, мы с каждым по чуть-чуть тестим, находим решение, и потом выдаем, и проблема закрывается. Плюс очень важно, это соблюдать какие-то азы в плане использования, если нужно, там, на объемах работаешь, но тебе нужны антидетект браузер, тебе нужны прокси, не зашкварные, тебе нужны мобильные прокси, тебе нужно с нормальных акков запускаться. И я вплоть до того, что я созваниваюсь с некоторыми байерами, спрашиваю там, что, как дела, на чем запускаешься. Потому что когда мы общаемся, допустим, с оунером или же там с тимлидом, это одно дело. А когда ты так хочешь просто невзначай проверить, там, как там байера работают, кто-то где-то по-любому что-то там попытается сэкономить на костах, потому что им, возможно, этот там кост считается там в их выплату, да, и начинаются вот эти вот какие-то виляния. Вот мы это проговариваем, созваниваемся, выясняем и убираем это. То есть по факту вы можете еще дать клиенту чек-лист, как запуститься. Конечно, мы это делаем Для наших постоянно. подписчиков вы можете сделать такой чек-лист, хотя бы какие-то базовые настройки или как базовая необходимость, чтобы залиться. Да. Сможем, да, сделать такой подарок? Да. Good. Окей. Баны, конечно, это хорошо или плохо. В любом случае есть баны. Возможно ли вообще работать без банов? И как сейчас ситуация с банами, например, у вас? Конкретно на сейчас, в момент, когда вот мы общаемся, у нас сейчас все хорошо. И, в принципе, у клиентов уже тоже все хорошо. Месяц назад было трудно всем.
Но опять же, трудно это что такое? Это у тебя работают старые компании без проблем, тебе там сложно запуститься с новыми. И вот находится просто решение, и все. Что касается банов клиентов, мы выводим аккаунты из бана, из блокировок, но опять же, сейчас обратная связь от internal team, когда мы подаем запрос, она стала дольше. Если, допустим... Объясни, пожалуйста, нашим подписчикам, что такое internal team, чтобы просто все понимали. Если аккаунт ваш блокируется, мы создаем тикет в internal team, и Facebook оспаривает, грубо говоря, решение и выводит этот аккаунт из бана, из блокировки. Если у нас раньше это занимало, допустим, до 2 недель, это было нормально, то сейчас нам реально сам Facebook дольше дает обратную связь. Грубо говоря, это поддержка Фейсбука, правильно? Да, это уже сам Facebook. Сам Facebook. Это не простой там тикет. Марк Цукерберг? Не он, да? Знал бы он, что там происходит. Знал бы, что там происходит, что там делают арбитражники. Да. Вот. Поэтому работать абсолютно без банов, к сожалению, не получается. Но, опять же, когда у тебя процент банов от всех запусков составляет процентов 10 или 15, да, это намного лучше, чем когда кто-то вообще не может зайти в рекламный кабинет. Вот и все. Поэтому это самое максимальное, самое основное наше преимущество, то, что с нами вы всегда запуститесь. То есть процент банов будет, но процент банов в зависимости от периода он может просто варьироваться. Вот и все. Без банов никуда, но с вами есть опыт, который вы можете поделиться и в любом случае запуститься. Да. Спасибо тебе большое, Егор, за такой доклад. Было приятно пообщаться с практиком, который сейчас находится в Point2Web, занимается развитием, поиском клиентов. Удачи вашему агентству и тебе лично. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, если вы приняли решение работать с Point2Web, мои хорошие друзья, а именно Егор, делаешь какую скидку? 50%. 50% на первый депозит. Поэтому, если вам интересно лить хорошие объемы и получать меньше банов, то пишите в контактах ниже.